Всем привет! Это опять я. Это опять мы. Это опять мой товарищ Витя. Видите, какой мощный ажиотаж? Сколько народу. Трава вся в икре. Дело в том, что тут к берегу подошла селедка, отметала икру, и вместо того, чтобы просто быстренько убежать, она за каким-то бананом осталась тут и тупит. И народ, пользуясь делом, собирает ее. Собираем его вот такими сачками. Но у меня маленький по местным меркам. У народа там сачки эгегей. Вон, видите, что происходит с рыбой? Что происходит с людьми? Да, что происходит с людьми? О, селедочка глушеная кем-то. Да ё-моё. Вот она. Зачерпнул в мутные водицы. Спасибо. О, размер. Аж рука трясется. И вот видно, остатки икры с нее сыпятся. Что, нет, уже убежала. И как видите, большинство людей не сахалинцы, а северные корейцы. Приехали с Северной Кореи поработать. И они не в вейдерсах, они в штанах. Они все натурально в штанах. У них у большинства зуб на зуб не попадает от холода. Вот не знаю, как ребята, ну по-русски, естественно, не понимают. Смотри, сколько много ее. Да, вижу. По-русски ребята не понимают, но селедку ловят. И смотрите, они натурально в штанах. Да, в Северной Корее... Ребята, вы отчаянные. Вон, смотрите, прям бурлящее море. Сейчас подойду поближе, если, конечно, глубина позволит. Селедка вот плавает вокруг, но там, смотрите, она прям стоит спина к спине. Там прям все бурлит. Бурлит от рыбы. Ну да, что-то глубоковато, мне уже трудно идти. Я не уверен, что подойду вплотную. Но просто смотрите. Смотрите, сколько рыбы. Я вот так вот немножечко подсачиком черпнул. У меня маленький рыбацкий подсак, не браконьерский. Поэтому и черпнуть я сразу не могу много. И ведерко у меня маленькое. Ну, как бы больше особенно и не надо. Рыбы тут, ну, просто море. Тонны рыбы. Витя уже себе селедочки поймал. Куда их? Да, селедки действительно много не нужно. Мы не северные корейцы. Мы как бы, ну, все достаточно деликатно к этому делу подходим. Черпнули ведерко другое. Больше не надо. Видите, вода прям белая-белая. Это все вот молоко. Вот она. Просто рыбку увидел. И в подсак. Селедка достаточно крупная. Обычно со льда такая не ловится. Ах ты, зараза. Прям под ногами. Она стучит меня по сапогам. Я чувствую этот стук и запускаю подсачек прям по адресу. Вот опять стучит. Да, вот она вокруг. Прям вокруг меня. О, сзади. Ёлки-палки. Да, ребят. Селедки тут хватает с избытком. Под ногами прям топчет все под ногами. Виктор, ну вы довольны вообще таким изобилием? Да, второй год уже такое изобилие. Давай черпай. Да не, меня уже почти не лезет, я сейчас пойду. На всякий случай. Давай. Так. Ой, немножко рыбы. Совсем чуть-чуть зачерпнул. Не, Витя, думаю, в ведро не влезет. Давай сачок, я пошел на берег. Ну давай группе. Вот еще один тип в штанах. Прям в джинсах. Вода, вам скажу, ну градуса 3. А он в джинсах. Вот видите, вот пена сбита. Это пена, вот тоже часть вот икры, молок.
Вот тут кто-то еще конкретно заготовился. А нам вон туда. Там рыба. Вот опять северные корейцы. Опять почти все в штанах. В штанах, конечно, это жесть. Но это их дело. Хоть наедятся в какой-то веке, ребята. Вон тут под ногами шныряет селедка. Я уже не особо ее ловлю. Я уже ведерко поймал на куражах. А сейчас еще спокойно еще... О, вот она, вот она. Сейчас спокойно еще одно ведерко цапну. И все. И, пожалуй, будет мне хватать. Потому что у меня в семье селедку кушают, ну, не особенно сильно. Вот она. Прямо в своих молотах плавает. Но все-таки кушают. А тут она... О, смотрите, она прям с волной идет. О, прям поймал... Волну селедки поймал. Не знаю, видели или нет, но это была действительно волна. Рыба шла волной. Круто. Вот она. Прям вот под ногами стоит. Ну вот, 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 вот. Сейчас вся разбегается. Так. Вот она. Вот она. Можно ловить и ловить. Вот она. Оп. Оп. Вот она, прям под ногами. Вот видите, какой ажиотаж. Очень много людей пенсионного и предпенсионного возраста. Ну, сами понимаете, для них это такое мощное подспорье. Вот я сейчас иду в траве. Все тут, ну, понятно, мутный отмолок. Вот вся трава покрыта икрой. Вот здесь вот особенно хорошо видно, где нет зелени. Вот это икринки. У селедки липкая икра, которая вот сразу после выметывания прилипает вообще к чему попало. К камням, к траве. Но камни это не очень хорошо. А вот опять с волной селедка идет, с волной. Камни это не очень хорошо, потому что на камнях может заилиться, может песком там засыпать, плохой доступ кислорода, икринка гибнет. А травинка, она колышется, вот ее сколько, а травинка, она колышется и обогащает икру кислородом, и зародыш нормально развивается. Вот что она тут плавает, а? Ну, отметала икру, давай, 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 мы ж сейчас тебя прям проредим. Хотя я уже как бы себе взял достаточно, я просто хожу, разглядываю, что происходит. Селедки, конечно, нереальное количество. Дело в том, что раньше, при Советском Союзе, селедки было, ну, здесь весь залив был полон селедкой, залив огромный, гигантский. Весь залив был полон селедкой в момент нереста, но при Советском Союзе был, скажем так, хищнический вылов промышленный этой селедки, и промышленными судами всю эту селедку уничтожили, просто свели на нет, ее не осталось. И вот теперь она начала возвращаться. Естественно, то, что мы здесь видим у берега, это, ну, жалкие крохи, потому что основная селедка нерестится чуть-чуть дальше, то есть к берегу подходит только вот какая-то вот малохольная. А
откуда я знаю, что нерестится дальше? Потому что дальше вообще все в молоке конкретно. Здесь вблизи молоки не так много. Вон тут подальше прям все молочно-белое. Хотя это всего лишь мои предположения. Вот она, в молочной воде вся плавает, родимая. Можно, в принципе, брать руками. Ну-ка, да, поймал. Вот так вот. Вот такая вот. Жирненькая. Некуда складывать, я уже ведро решил не брать. Вот она, смотрите. Волна селедки вместе с волной пошла. Вот идет волна, разгоняет селедку, и она вместе с волной. Смотрите, все рябит. Где вот хвосты селедки, головы торчат, плавники верхние, спинные. Здесь просто все кипит селедкой. Ловить ее можно тут реально руками. Так, не попалась. Ну, хитрая. Ну да, можно ловить руками, все. Никаких проблем. Миф проверен. Это не миф. Так, ну-ка, опа. Зараза. Скользкая. Скользкая. Да, ловить руками можно. И вот сейчас смотрите. Я сейчас руку подержал в воде, ну не знаю, где-то совокупно меньше минуты. Рука уже ледяная. А бедные северокорейцы ходят тут в штанах. Что с ними потом будет, я не знаю. Да, рыбы тут как грязи просто. Рыбы тут нереальное количество. И я вот сейчас вот хожу, я передвигаю ноги вот так. То есть я не вот так, не наступаю. Потому что если я по-нормальному двигаю ногами, я наступаю на селедку. Поэтому, чтобы ее не потоптать, я двигаю ногу вперед, как на лыжах. Потому что если наступлю, обязательно раздавлю какую-нибудь селедку. Ну, смотрите, ее нереально много тут. Просто нереально. Хочь бери руками, хочь подсаком. И трава вот тут, там, где она ходит, трава вся покрыта икринками. Вся трава в икре. Вот у меня тут рука теперь тоже в икре. Вон сколько глаз хватает. Вон там вдалеке где-то чуть меньше километра толпа народу. Там, видимо, тоже селедка. Вот здесь вот вблизи, ребята, селедка. Вот вблизи, ребята, селедка. Вон вдалеке куча народу, селедка. Вон, видите, вон там вот подходит трасса, асфальт. Вон все с асфальта съезжают. И вот вдоль берега моря выстраиваются длинной цепочкой. Вот тут чайки. Чайки, естественно, тоже все это лопают. Еще недавно плавали сиучи. Вон торчит голова, это нерпа. И еще что характерно, в этом месте, это место называется залив Анива, в этом месте, в принципе, нереально повстречаться с селедкой в другое время года. То есть, если ты хочешь здесь поймать селедки, у тебя только один шанс. Только когда она вот придет сюда на нерест. Больше другого и возможности у тебя эту селедку взять нет. То есть, один раз в год она тут. А остальное время я вообще не знаю, где она пропадает. Но вот она здесь лишь единожды. Поэтому проворонил это время, остался без селедки. Захватил это время. Вот она здесь вся родимая у тебя. Вот опять. Вместе с волной. Смотрите, смотрите, смотрите. Прям вот с волной все дроздануло. Да, очень много рыбы. Сказочно много рыбы.
Ну, а вот здесь вот почему-то стена из молоки кончается, хотя селедка все так же там находится. То есть здесь селедки не меньше, чем там, где молока. Но вот почему-то здесь вода чистая. Ну, смотрите, просто тут все рябит от спин селедки. Но молок нет. Вода более-менее кое-как прозрачная. Ну, естественно, все ее там ловят. Почем зря. Вот видно, она тут шныряет. И он опять начинается молоко. А вон там аж молоко взбито до состояния пены. Видимо, там концентрация вообще максимальная была. Можно сказать, поэтично. День клонился к закату, а селедка все перла и перла. Вот сегодняшний мой результат дня. Результат по общим вот каким-то меркам, результат чрезвычайно скромный. Но как бы здесь такая штука, как самоограничение. Нужно вот сколько-то для пропитания, то есть я часть дам родне, часть возьму себе на поесть. И все, мне в принципе больше не нужно. Какая там рыбок 5-6 отложу на наживку, на креветку. Ну, как бы и все. То есть вот дала мать природа шикарную селедку. Ну, вот размеры, конечно, вот эта тварь. Размеры, конечно, прекраснейшие. Ну, размеры, ну, по мне так грамм 400-500. Есть, конечно, вот помельче, но в целом просто супер. Ну, вот. У нас со льда такая рыба не ловится. То есть я ловлю селедку со льда, ловлю по многу, но там вот такая, это уже мега трофей. А тут она вся такая. Во. Это вообще, это хряк какой-то. Это не селедка, это вообще огромный рот. Я просто в восторге. Ну, естественно, вот шум людской, музыка из машин, сигнализация, толпы, там дамы с собачками. Вот трасса Южно-Сахалинск пригородная. Вон сам завод пригородная. А вот отлив, и вон, видите, гигантское белое пятно. Вон там белые пятна поменьше. Это вот селедка нерестица. И народ ее тут почем зря собирает. Видите, у кого-то тут уже шашлычки под эту тему. Собачки, женщины, дети. То есть все, как правило, семьями. Грех такое упускать. Пока муж за селедкой ходит, можно и шашлычков ему приготовить. Красотища. Вон народ. Кто с работы, кто на работу. А тут тоже кипит работа. А мы ловили селедку вон там, немножко вдалеке. Вон, кстати, вот там, где сейчас мы ловили, парапланерист летает. Прямо над селедкой. Ну, если кто-то скажет, что тут очень много народу, то народу тут очень мало. Это, видимо, еще не все узнали, что тут селедка раздает. Ну и вот так вот плавненько и ненавязчиво переходим к этапу домашнему, к этапу готовки. Видите, я уже селедку начал присаливать потихонечку солью. Надо ее всю как следует обсыпать. Основная задача присыпания солью, чтобы шкура ее напиталась солью и стала деревянной. Прям одеревенела от соли. Поэтому соли сыпем не жалеем. На голову особенно прям не нужно. Главное тушка. Когда присыпали один бок, переворачиваем на другой бок. И с другим боком повторяем процедуру.
Вот так вот каждую. А блюдо, которое я сейчас покажу, очень быстрое блюдо. Буквально на скорую руку. Единственное, сейчас вот селедку я забыл подготовить заранее, то есть забыл посолить заранее. Но ей нужно постоять в соли где-то минут хотя бы 20, может 30. Так-то я обычно ее солю еще на рыбалке, чтобы когда приеду домой, уже иметь готовую присоленную сельдь. Ну вот, в принципе, что, 20 минут подожду, никуда не денусь. Селедочка просолилась, даже немножко больше 20 минут ее держал. Разогрел духовку, противень, немножечко фольги, на фольгу чуть-чуть масла. Так я обычно кладу еще колечки лука, чтобы не прилипало, но здесь вот вместо колечек лука фольга. И вот так вот рыбешку укладываете. Голова к хвосту. Хвост, голова, хвост, голова. Оп. Вот даже не влазит такие хряки. Придется им отстригать хвосты, скорее всего. Да, вот хвост за пределы вылез. Сейчас его кухонными ножницами отстригу. Все, селедка отправлена в духовку. Я не уверен, сколько она по времени будет готовиться. Все сильно всегда завязано на размеры самой селедки. Я поставлю вот уже разогретую духовку минут на 20. Но всегда буду на нее глядеть. И как только на ней шкура пойдет, сначала она закоричневеет, а потом эта коричневая шкура пойдет уже черными пузырями. Вот как пойдут черные пузыри, в принципе, уже пора вытаскивать. Селедку можно считать готовой. Вопрос лишь в том, что я до этого не запекал такой крупной селедки, поэтому немножко не ожидал, как она себя поведет. Видите, она вот слегка только зазолотилась. Обычно, когда я готовлю маленькую селедку, на это уходит какое-то относительно небольшое время, и она аж прям вот даже немножко подгорает шкурка. А здесь прошло 25 минут, и вот только за 25 минут вот шкурка только чуть-чуть зазолотилась, но это в режиме гриль. То есть вот внутри вот булькал сок селедки и не давал ей прямо обуглиться. Ну, самое время. Вот так вот. Видите, шкура какая деревянная получилась. То есть это достигнуто солью. Шкурку вот так вот плащом снимаем. Ну, надо поближе к хвостику, где остыло уже. Там спина еще горячая. Видите, вот шкура абсолютнейшая такая деревяшка. И вот благодаря вот этой шкуре она остается сочной, она как бы вот варится внутри. С селедки немного рецептов, когда она получается вкусная. Прям, скажу так, мало. И вот это один из рецептов, когда она получается реально вкусная. А рецепт доложу я вам простейший. Ну-ка. Великолепное нежное мясо. Немножко косточек тут. Косточки в сторону. То, что нужно. Очень хорошо. Скажем так, ожидаемо приятное блюдо. Такую селедку приятно есть. Ладно, всем пока, до свидания.